В основном все идет у нас сейчас с вами от непосредственно предстоящего собрания, представляющего старта э, для э, кабинета мастеров игры 20 августа. Сейчас я здесь еще одну настроечку сделаю. Мгм. Мгм. Поставлю нашу презентацию во весь экран. Ну, собственно говоря, слайды вы эти знаете, ничего в них нового нету. Мы с вами уже 2 или 3 месяца с этими слайдами работаем. Просто некоторым проектам, которые сейчас работают, уже они подходят к завершению. Я хочу немножко об этом напомнить. Хочу напомнить о том, что у нас с вами прошло полгода, ну, шестой месяц, седьмой месяц начался, а это значит, что мы ждем от компании дату проведения собрания, организационного собрания, собрания держателей ценных бумаг, собрателей не просто ценных бумаг, а именно уже долей компании, соответственно, собрание держателей акций, акционеров. И уже как небольшой инсайт в самом начале нашей встречи, сразу вам хочу сказать, что дата этого мероприятия определена. И узнаете вы об этой дате завтра. То есть завтра не забудьте посмотреть новости. Новости будут опубликованы в разделе новости именно на сайте GeoGeoS. То есть на этой платформе. Там, где, собственно говоря, у нас идет ГЦН, конвертируется в доли компании, в РСЛ и так далее, и так далее. Новости должны быть опубликованы завтра. Именно о дате проведения собрания. Ну, по сути, объявление о проведении собрания акционеров. С этого момента, с момента проведения этого собрания, даже с объявления даты собрания, у нас уже начинается с вами жизнь немножко другая, жизнь именно акционеров, людей, участвующих в уставном капитале компании Renaissance Space Labs. Компания Renaissance Space Labs, напомню, является зонтичной компанией для всех тех проектов, которые на сегодняшний день разрабатываются, ведутся на различных платформах. И на платформе JetJS, и на платформе Olympia Lab. Все это находится под зонтичным брендом Renaissance Space Labs. Доли компании Renaissance Space Labs мы с вами имеем. Соответственно, IPO компании Renaissance Space Labs, о котором говорит руководство и который все мы ждем, оно основано вот на тех проектах, которые сегодня существуют. В первую очередь, это, конечно же, на игре Legends of Interaction. Именно там, в этой игре, будут задействованы все, большинство, ну не все, большинство монет, большинство ресурсов, которые мы с вами фокусировали, которые мы с вами аккумулировали у себя в бэк-офисах, у себя на кошельках. Legends of Interaction, игра, которая должна, во всяком случае, по задумке создателей этой игры и по тому концепту, который реализует компания, должна представлять из себя не что иное, как самодостаточный, замкнутый экономический кластер, такой вот замкнутый круг метаэкономики, где ресурсы, которые были саккумулированы нами, будут востребованы теми, кто придет в эту игру для того, чтобы что-то в ней создавать, делать, жить. Концепция заключается именно в этом. Ведь в отличие от ситуации с простыми обычными криптомонетами, которые, ну, в принципе, сам код можно написать при
определенном уровне образования, чуть ли не на коленке, как говорят многие программисты, и создать как бы свой токен. Это особых проблем это не создает. Вопрос в том востребованности этого токена. Любые токены, любые деньги, любые монеты, в том числе и криптомонеты, их востребованность и платежеспособность зиждется в первую очередь на доверии к этим монетам, к востребованности тех или иных токенов. Вот потому и весь этот момент, наверное, такой экономический, компания рассматривает отдельно, особенно и очень пристально. То есть не просто запуск игры, а запуск полного цикла производства. Ну, по сути дела, действительно производство. Производство каких-то предметов внутри игры, востребованных игроками, которые будут производиться на тех же самых электронных фабриках, те же самые дроны, которые фабрику дронов, которые компания сейчас предлагает вам, как мастерам игры, как маркетмейкерам, даже а не мастерам игры, выкупить и иметь возможность создавать эти самые предметы. Ведь смысл-то в чем? Сейчас первый этап, маркетмейкер, это мы с вами. Этап накопления ресурсов для того, чтобы экономика работала. Экономика, метаэкономика, экономика внутри нашей экосистемы. Она должна быть наполнена ресурсами. Ресурсы, если они востребованы, они должны как минимум удовлетворять спрос. Если, не дай бог, как в жизни, спрос на ресурсы есть, а ресурсов не хватает, происходит кризис, кризис экономический. Ну вот, простите меня за этот, может быть, банальный пример, как вот эта вот заварушка в Ормузском проливе. Весь мир поставлен, в принципе, на уши этой ситуации. Как только вот миру нужны ресурсы, нужна нефть, нужны продукты из нефти, нужны товары, нужно передвижение. Пролив заблокирован, ресурсов не хватает, нечего перерабатывать, начинается рост цен, начинаются проблемы. Если запасов ресурсов не было бы вообще, а вот это все было бы просто по прямой текущей линии, ну, была бы полная, извините, был бы полный тухиз, да? Э, Простите меня за это, может быть, не совсем корректное слово. Но, тем не менее, вот здесь, сравнивая эту ситуацию с той ситуацией, которая есть у нас, я нисколько не грешу с точки зрения взаимоотношений экономических связей. Если придут игроки, а они придут, и придут в первую очередь игроки, те, которые будут потреблять ресурсы для того, чтобы из этих ресурсов что-то создавать. А это не просто игроки, это мастера игры. То есть они у купцов, у владельцев, изначально у владельцев ресурсов, то у маркетмейкеров эти ресурсы должны приобрести, потому что больше им приобрести неоткуда. А маркетмейкеры, как те же самые шейхи Персидского залива, они эти ресурсы добывают, но не из земли, как нефть, да? А из системы, из системного кода. HMAP фарминг, как минимум, да? Система активного фарминга, система фарминга пассивного, HMAP. Добыча ресурсов происходит, эти ресурсы дальше должны к кому-то идти, потому что бесполезно просто так добывать, если они не нужны. Следующий этап, который у нас вот именно HMAP, семерочка, девяточка, HMAP 7 Pro, это возможность добычи ресурсов. Эти ресурсы, после того, как они добыты, кому должны попадать? Должны попадать к мастерам игры.
те, кто эти ресурсы переработает. Так же, как нефть перерабатывается в бензин и идет к потребителю, перерабатывается в какие-то химические красители, во все что угодно. Нефть используется в энергию, в том числе электрическую энергию. Вот все это делают мастера игры. У нас применительно к нам ситуация очень простая. Мастера игры, которые должны прийти по рекламе, которую начинает действовать и которую делает компания после 20 августа, запускает после 20 августа этого года. Новый кабинет мастеров игры позволяет это делать. К этому все как бы идет. Массированная реклама. Придут мастера игры. Те люди, которые захотят на этом рынке не просто зайти и что-то, вот, я не знаю, поспекулировать на каком-то токене, а создавать из тех ресурсов, которые им предоставят маркетмейкеры, которые они могут приобрести у маркетмейкеров, создавать предметы, создавать какие-то объекты, создавать то, что необходимо игрокам, тем людям, кто придут позже и будут жить на территории этой игры, на территории Legends of Interaction, получать удовольствие, выполнять какие-то задания, просто там существовать. И они не смогут существовать без тех предметов, которые им предоставят мастера игры. А мастера игры должны их создать. Создать из чего? Из GameGods Coin, из Dominion Coin, из HMAP Coin. А откуда они их возьмут? Они их могут взять только в одном единственном месте. У маркетмейкеров. У маркетмейкеров. Публичный старт игроки, дальше территория X. Ну, эта схема нам с вами давно известна. Мы об этом с вами говорили уже не один раз и не одну минуту и не один час нашего времени всему этому посвятили. Территория X это отдельный проект внутри Legends of Interaction. Помним, да, там смысл в чем в территории X, новый подход к рекламе, когда реклама находится внутри виртуального пространства, потенциальный потребитель не только рекламы, но и продукта с этой самой рекламой не просто мимо нее проходит, не просто ее слушает, не просто на нее смотрит, он с ней контактирует. То есть у него есть взаимодействие с этой рекламой, потому что это реклама в виде какого-то токена, который надо собрать, забрать, положить себе в сумочку, накопить какое-то количество, неважно, это вот уже просто общий принцип. Почему хорошо рекламодателю, и почему рекламодатели очень благосклонно смотрят на такой вариант рекламы, потому что в этом случае они платят деньги не просто за то, чтобы прокричать о себе с экранов телевизора, с плакатов, из радиоприемников, а платят за то, что потенциальный клиент взаимодействовал с их брендом непосредственно на той территории, где этот бренд расположен, то есть на территории игры, в виртуальном пространстве. Но количество взаимодействий просчитывается, количество взаимодействий учитывается, и вот за количество взаимодействий рекламодатель и платит деньги. Поэтому территория X, она выгодна, очень выгодна рекламодателям. Для того, чтобы сама территория X работала, остается дело за малым. Идея хорошая, территорию надо осваивать. Не может территория X, вот эта программа, быть распространена на тех участках, которые кому-то не принадлежат. Они должны быть выкуплены. Выкуплены кем? Маркетмейкерами, то есть и мастерами игры, возможно, нами, в конечном итоге, и теми людьми, и те, которых вы сейчас в данный момент имеете возможность еще пригласить и стать их маркетмейкерами. Возможность накопления ресурсов на уровне их добычи из программного кода. Так же, как полезные ископаемые, та же нефть, золото добываются из земли, здесь из программного кода пока еще можно добыть ресурсы через программу HMAP.
до 20 августа работают определенные привилегии. И у нас есть с вами возможность новых людей, новых клиентов приглашать сейчас в эту программу на уровне, пока они еще могут, себе эти ресурсы добыть, казалось бы, из ниоткуда. Просто из системы, просто из пространства, просто из программного кода. Ну, так же, как, собственно говоря, добывается из природы, из, не знаю, из земли та же самая нефть. Если уж сравнивать одно с другим, если у нас такое сравнение с вами пошло. Мастера игры 20 августа, рекламная кампания, организованная, простите за эту тавтологию, самой компанией, на специализированных каналах и на YouTube, и всевозможные форумы, всевозможные площадки, где общаются вот люди с такими интересами, специализированные. Публичный старт, когда уже пойдут игроки. И территория X. Что нам с вами, как маркетмейкерам, сегодня это нужно и почему? Мы действительно на сегодня, создавая эти резервы, создавая для себя запасы этих самых ресурсов и GameGoScoin, и HMO, и Dominion. Вот эти ресурсы, я уже про Рикс не говорю, потому что Рикс, понятно, это текущие наши с вами доходы, не просто накопление ресурсов, это то, что можно вывести в фиат, можно на это купить покушать, можно заплатить за квартиру, за учебу, за все что угодно. Вот кроме этих риксов у нас есть и эти ресурсы. Для чего надо нам с вами, как уже не просто маркетмейкерам, а как акционерам, вообще вот эта вся суета? Не, можно, конечно, просто сидеть со стороны, как уже не раз говорил господин президент компании, можно сидеть, ждать, когда все это будет, когда это произойдет, и это тоже позиция. Но а, от того, насколько хорошо, удачно, вовремя и стартует у нас вот этот проект с игрой, насколько у нас будет прогресс по притоку маркетмейкеров, по притоку игроков, по притоку мастеров игры, это показатель развития компании, необходимый для того же самого успешного IPO. То есть это вопрос оценки успешности бизнеса. Мне просто интересно, как владельцу, совладельцу компании, чтобы этот проект сработал, чтобы IPO, которое намечено в горизонте полутора, наверное, да, получается, ну, полутора-двух лет, как мы говорили, это от 6 месяцев до 18 месяцев на подготовку. Ну, вот у нас сейчас получается дата собрания изначального старта уже известна, ну, 1,5 года. 1,5 плюс-минус. Хотя компания хочет уложиться в год. Дай бог. Хорошо. Вот в горизонте 1,5 лет мне интересно, чтобы все проекты, которые идут в компании, те же самые HMAP, хорошо, успешно, удачно работали. Соответственно, это приглашение клиентов, это продвижение своих собственных токенов, это прокрутка в HMAP, это зарабатывание активов. Почему? Потому что Legends of Interaction, территория X, это не просто у нас какие-то отдельные проекты, у нас есть экосистема общая. И в этой экосистеме еще есть Interatom, который сейчас отдельно развивается на платформе GeoS. С ним работают. Это marketplace
услуг, именно услуги через оцифровку, как вы знаете, продавать на сегодняшний день достаточно тяжело, потому что принцип оказания услуг несколько иной. Не покрутишь, не повертишь, услугу не оцифруешь, и 3D или 4D в этом формате на компьютере не представишь. В отличие от тех же товаров, которые можно уже виртуально просто-напросто даже обувь померить, закладывая размеры своей стопы в параметры, указанные на том или ином маркетплейсе. Уже до такого дошли. Но это все немножко другое. Но, тем не менее, все это является отдельными звеньями нашей общей экосистемы. И Legends of Interaction напрямую связан с Интератомом, потому что лояльные, довольные игроки, маркетмейкеры, мастера игры, Master of Games, это те же самые, это первые потребители услуг на том же самом Интератоме. То есть создавая сообщество, создавая комьюнити вокруг Legends of Interaction, мы создаем тем самым первых клиентов, первых покупателей для того же самого Интератома. Так вот, я еще раз хочу сказать, что сама система фарминга HMAP на сегодняшний день, она совершенно понятна, она совершенно прозрачна. Да, наверное, тяжеловато брать кого-то, оживлять, реанимировать, в структуру ставить, доказывать ему, что вот 7.5, 9.5 это программы, да, были они начальные, они были слабые. Ну, вы уже купили, а сейчас вот 7.5 Pro, и там действительно все хорошо, все здорово, но вот надо бы заняться. Люди, многие просто-напросто устают, это тоже понятно. Вот он вроде бы как зашел 7.5, что-то сделал, не сделал, пошло, не пошло, что-то отбилось. Ну, девяточку купил. А что там? Ну, чего-то. А в семерку Про не пошел. Почему? Да чё? Смысл зачем? Кого я туда потащу? Да и здесь вот я уже как бы что-то сделал. Понятно. Человек, который в семерке, в девятке что-то не доделал, на чем-то остановился, в 7.5 Pro его затащить смысла, наверное, нет никакого. Ну, не хочет. Ну, не бывает. Все бывает. Но новых клиентов в 7.5 Pro очень даже можно и нужно приглашать по одной простой причине. В прошке выплаты в несколько раз больше, чем в семерке, в девятке. Если бы, опять же, крамольную вещь, может быть, скажу, но ту, которая, наверное, у многих уже и в умах, и на языке. Если бы вот сразу 7.5 Pro вот с этой системой вознаграждения была запущена, я не знаю, почему ее не сделали сразу. Может быть, не доработали, может быть, считали, что слишком она затратная по сравнению с 5 и 9.5. Не знаю. Может быть, дорабатывали, хотели как вишенку на торте. Но лучше бы ее запустили, конечно, бы сразу. Потому что там выход, отбой, вознаграждение в прошке. Еще раз, смотрите, считайте. Там тысячи евро на выходе. Там действительно 1000 евро на выходе. И не забывайте, что если делать какие-то предложения новым клиентам, то до 15 июля еще целую неделю действуют у нас с вами пакеты 15 Force. Эти пакеты за Риксы. Риксы, как завести в систему, мы уже с вами говорили, через Jambaline, через USDT. Все достаточно просто. USDT переводим в Эскуда, Эскуда в Риксы. Вопрос нескольких часов. Если
эти программы нужны. Но опять же, они очень-очень хорошие дают откаты назад. Почему 15 Force? Напоминаю, это возможность получить сразу 5 пакетов. Из каждой из этих 5 токенов, то есть в этом пакете 5 токенов, и в каждом токене будет 4 активированных пина сразу. То есть в семерке это 30 рикс, соответственно, здесь экономия по сравнению с обычной семеркой у нас получается достаточно серьезная, аж 10 рикс, то есть это 250 получается евро. Если в девятке там примерно та же самая история, а вот Про в прошке, ну да, там вход достаточно серьезный, 90 рикс. Но сразу получается 20 активированных пинов по сравнению с обычным через HMAP входом. Это экономия 750 евро, такой вход. А 20 пинов, если расставлять, там можно такие комбинации накрутить. Еще раз, отбой там идет, посмотрите саму таблицу. Возврат, когда особенно когда это 100 на 100 делаете, там это получается, что вы зарабатываете 1000 евро, даже в риксах. Кроме того, что HMAP, еще и в риксах. Получается 1000 евро. Окей. Фабрики. Фабрики, которые сегодня реализуются, мы о них уже говорили, наверное, смысла особого нету сейчас их мурыжить. Просто напоминаю, что эти самые фабрики дают возможность, нам с вами дают возможность заработать гарантированно на дронах, которые фабрики производят. Одна фабрика обычная производит 52 дрона в год, один дрон в неделю. 52 недели, 52 дрона в год. Одна фабрика. Если не хотите искать покупателя на эти дроны, система, компания сама выкупит у вас гарантированно эти самые дроны по одному риксу за дрон. Соответственно, 52 дрона с одной фабрики, это 52 рикс в год гарантированно. 10 фабрик купили, 520 рикс гарантированно. Купили 100 фабрик, 5200 рикс гарантированно. Смотрите, конечно, по возможностям, но предложение на сегодняшний день пока действует очень даже симпатичное. Идет второй этап реализации этих фабрик дронов, когда за одну фабрику надо заплатить 2 ваучера, 2 геймгоскоина, 2 HMAP. Помните, да, на первом этапе там всего 1000 было таких фабрик. Там по одной монете, сейчас по 2 монеты. Ну, здесь у меня на примере, как вы помните, за 5 фабрик, да, стоимость. Все это через International Robot Wallet делается. В результате вот фабрики, которые вам дают достаточное количество рикс для того, чтобы существовать. Но вот здесь даже все написано, все подписано. Получается, что 15 фабрик те же самые, да, конкретно, на конкретном примере, на 52, в год 780, вот они дронов, плюс 3 фабрики, которые плюсовые, плюс 219 дронов в год дадут, 999 дронов, один дрон, один рикс, умножаем на 25 евро, 24 900
75 евро в год. Вот эти 18 фабрик принесут. Начиная с следующего февраля, получается, с февраля следующего года, когда этот проект запускается. Разделим на это на 12 месяцев, получается 2000 евро в месяц. 18 фабрик, ну да, там 3 фабрики, получается, они как бы с хорошей отдачей, чуть они плюсовые, да, а, но купите 20 фабрик обычно. На сегодня они стоят HMAP и геймгоскоины. Все, больше они ничего не стоят. Но гарантированно предложение от системы. Эти 20 фабрик вам дадут возможность получать 2000 евро в месяц просто от продажи дронов, которые эти фабрики будут производить. Имеет смысл задуматься, имеет смысл предложить людям просто-напросто инвестироваться подобным образом. Почему нет? Но на сегодняшний день у нас с вами есть еще и работает за каждого активного новичка можно получить 3 геймгоскоина, а сами новички получают, зарегистрировавшись до 27 июня и оплатившие и так далее, 28 августа, 1 токен 7/5, 1 токен 9/5. Это те, кто активировались. Вот к нам это относится. Что еще на сегодняшний день работает? Еще на сегодняшний день до 20 августа работает программа, которая позволяет нам с вами, маркетмейкерам, получить гарантированных покупателей на те ресурсы, которые мы с вами создаем. В зачет идут все риксы, которые вы заработали в результате комбинаций в программе HMAP. Личные ваши риксы. Смысл программы в чем? Если вы заработали как минимум 10 рикс, вы уже становитесь участником этой программы, и вам гарантированно после старта дают в покупателя, напрямую с вами сводят 10 потенциальных мастеров игры, которые придут по рекламе в компанию. Мастера игры для того и приходят, чтобы покупать ресурсы. И если они изначально по задумке должны были покупать через Marketplace Entelegy эти самые ресурсы, то пересмотрели для старта концепт несколько в иную сторону. Marketplace для всего Entelegy отложили его старт. А на первом этапе, после старта рекламной как раз вот этой программы, решили сделать, приняли решение, что напрямую сводят мастеров игры с продавцами ресурсов. Не через свободный поиск, через Marketplace, а напрямую к человеку, у кого такие ресурсы есть. Почему привязали к риксам? Потому что если риксы в HMAP заработаны именно в комбинации HMAP, значит, соответственно, есть еще и остальные ресурсы, остальные монеты. Есть монеты геймгоскоины, есть доминионы, как минимум. Ну, потому что они просто идут вот в комплексе вознаграждения. Чем больше риксов, тем больше таких ресурсов. Чем больше риксов, тем больше клиентов, которые эти ресурсы могут купить. И купить они не за внутреннюю какую-то валюту компании, а покупать у вас должны за, не знаю, за USDT, за биткоины, за евро, за доллары. Как договоритесь? Это вот непосредственно ваши прямые покупатели. Я думаю, что в кабинете должно быть решение именно через обменники криптой, как минимум, в первую очередь, все это.
Ну, а там как будет? Можно и так договариваться. Но мастер игры должен получить ресурсы. А ресурсы он может получить только у маркетмейкера. Вот эта программа вам гарантирует личный рынок ваших мастеров игры. Вам как маркетмейкерам. Поэтому имеет смысл этой программой заниматься. Осталось еще 44 дня до 20 августа, получается, пока эта программа работает. Так что тоже не теряйте, пожалуйста, время. Хотите гарантированно и быстро монетизировать свои заработанные ресурсы, зарабатывайте себе напрямую покупателей ваших ресурсов. Компания вам их предоставит. Ну, собственно говоря, уважаемые коллеги, наверное, все, что я сегодня вам хотел сказать о нашей программе. Напомнить. Так, давайте-ка мы здесь опять наш интерфейс во всю Ивановскую запустим. Единственное, что хочу напомнить еще раз. Завтра, пожалуйста, не просмотрите это объявление о собрании. Завтра дата уже будет известна, опубликована и объявлена. Вот да, если кто-то хочет спросить дату эту, я тоже знаю уже, но говорить вам пока сегодня не хочу. Завтра сами все увидите, а потом уже все пообсуждаем ровно через недельку. Если все понятно, все ясно, пожалуйста, плюсики в поле чата. Если хотите какие-то вопросы задать, вопросительные знаки. Ну, в общем-то, все как обычно. Все как обычно. Фимус, спасибо, вижу плюсики. Остальные все, уже не слушаю. Услышали, что завтра будет объявление о дате собрания акционеров. Все остальное не имеет, наверное, значения. Да? Нет, все. Это просто задержка, видимо, интернета. Все уже знают про дату. Банга, да, серьезно? И когда же эта дата? Скажите нам всем. Вот когда будет официальное объявление, тогда я точно скажу, что вот эта дата. Если это будет именно так, значит будет именно так. Но я сколько лет? 16 лет. А до этого тоже говорил и говорю, уважаемые дамы и господа. Любые даты официально можно объявлять только тогда, когда они официально появились на каких-то ресурсах компании. Завтра появится это объявление, будем считать, что инсайт, который у вас есть, и уже все знают, и так далее, что инсайт совпадает. А если там будет 26, а не 25, если не сентября, а октября? Вы уверены? Поэтому, пожалуйста, всегда дожидайтесь официальных каких-то вещей, объявлений, когда что-то есть на сайте компании. Все остальное пока этого не сделано. Разговоры. Окей? Извините, почему торговля золотом, которая является отличным ресурсом, не стала достаточной причиной для успешного выхода на IPO? Зачем нужны время и искать какие-то дополнительные и сложные проекты и ресурсы? Почему бесконечная сказка, золото, монеты, дроны? Так, во-первых,
Давайте так. Торговля золотом не является каким-то эксклюзивным бизнесом, с которым можно выходить на IPO. Компаний, которые торгуют золотом, достаточно много. Компаний, которые торговали золотом таким образом, как торговала компания MGoldex сначала, да, потом GOS и прочее, 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 на IPO просто не пустили бы с этим бизнесом. По одной простой причине, что золото как актив очень сильно подпадает под систему регулирования АМЛ. Та, которая особенно сейчас в Евросоюзе существует. И банковская система, и не только банковская, финансовый комплайнс, так называемый. С этим продуктом, первых, во-вторых, с этой системой нас бы просто никуда не пустили, ни на какое IPO. Никакой публичной компании из этого сделать невозможно. Это первое. Во-вторых, IPO, да, наверное, это два пункта. Да? Первый, потому что такой бизнес уже есть, он не оригинален. Второй, потому что та система, с которой мы работаем, мелкие слитки и система compliance, которая существует в банках, в финансовой системе, вот в этой финансовой системе, которая существует на сегодня Евросоюз, проще запретить, чем разбираться. Вот поймите, это на самом деле так. Проще ничего не делать, чем доказывать то, что ты делаешь что-то правильно. Соответственно, любым проверяющим органам проще запретить, чем разбираться и смотреть, а вдруг так, вдруг не так. Потому что разрешающий плюс контролирующий над разрешающими и так далее. То есть это нереально. В принципе нереально. А любые IPO делаются на инновационных схемах в первую очередь. Если вы посмотрите громких IPO, я не сравниваю сейчас, опять же, наше предстоящее IPO ни с какими IPO высокотехнологичных компаний, такие как SpaceX и компании сейчас связанные с искусственным интеллектом, которые собираются делать IPO. Нет, но принцип такой. Компания, которая успешно должна выйти на IPO, она должна предложить инновационный, новый, востребованный и современный продукт. Иначе какой смысл в этом IPO? IPO – это первичное размещение акций. Кто будет покупать то, что уже устарело? Нет, никто не будет. Соответственно, продукт должен быть современным, продукт должен быть перспективным. Это должен быть не просто продукт, а целая экосистема. Вот, собственно говоря, чем компания занимается. Я это вижу и воспринимаю именно так. Спасибо вам за вопрос. Ну что, коллеги, давайте тогда сегодня заканчивать нашу встречу. Благодарю вас за присутствие на этом вебинаре. Увидимся через недельку. Также во вторник, 20:30 по Москве. Она же время и Таллин, и Вильнюс, и Хельсинки, и вся Восточная Европа. Пока мы в одном с вами в летнем времени живем. А сегодня еще раз всего доброго. До следующего эфира. Всегда с вами, всегда ваш Михаил Уквасов. Пока-пока.